Целый ряд заявлений мы услышали от западных, прежде всего западных, да, наверное, даже только западных наших партнеров относительно ситуации на польско-белорусской границе с обвинениями нашей страны. Вот хотелось бы некоторые из них и в этом контексте, и опять же, исходя из антироссийской риторики, прокомментировать отдельно. Вот высказывание генсекретаря НАТО по России. К сожалению, Альянс продолжает информационную обработку населения стран Европы, убеждая людей в том, что источником нестабильности на континенте является именно наша страна и ее, как они называют, агрессивное поведение. Недавно генсекретарь Альянса использовал для этого заседание 73-й сессии Северного Совета, где опять повторил уже вошедшее в его плохую традицию обвинение нашей страны в вмешательстве в дела других государств. При этом, как обычно, никаких доказательств, фактов он не привел, попросту использовал заготовки, отработанные и апробированные штампы для агитации в пользу повышения активности НАТО в северных широтах, видимо, для втягивания Финляндии и Швеции в процесс милитаризации арктического региона, превращая его из зоны сотрудничества в пространство для геополитической конкуренции. В очередной раз хочу обратить внимание на того, кто на самом деле является виновником роста конфронтации в Европе и непосредственно в упомянутом регионе также. Это не Россия, а союзники по Североатлантическому блоку сделали все, чтобы воссоздать разделительные линии на континенте. Об этом говорят факты. Они развалили ключевые элементы обеспечения евробезопасности. Это договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, договор по открытому небу. Девальвировали диалоговые механизмы с Россией. По вине именно Альянса Совет Россия-НАТО превратился из площадки для консультаций, механизма выработки совместных решений, управления проектами сотрудничества в цену для чтения политических нотаций, причем такой, знаете, в формате монолога. Ответные речи не предусмотрены. Последовательно и целеустремленно создавались неприемлемые условия для работы российских дипломатов. Чем это завершилось, вы тоже знаете. Натовцы готовы заниматься всем, чем угодно, кроме предметного рассмотрения путей снижения военно-политической напряженности. Они уходят от обсуждения мер по предотвращению военных инцидентов, отказываются от моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, как бы не замечают расширение контингентов собственных стран, так сказать, на европейском континенте, стягивание их границам нашей страны. Говоря об оборонительном характере своего союза, Альянс, как я уже сказала, агрессивно расширяет орбиту своих интересов. Причем делает это отнюдь не в теории, все это делается на практике. Давит на балканские страны с тем, чтобы они просто форсировали переход своих вооруженных сил на стандарты НАТО, накачивают вооружениями Украину, кстати говоря, не только Украину, но и Грузию. В планах имеется целая программа по закреплению в Центральной Азии. Вот просто такая практическая мечта. Все говорит о том, что НАТО уже давно превратилось из оборонного союза в инструмент для продвижения геополитических интересов, обеспечения, как им кажется, доминирующего положения коллективного Запада в мировых делах. Кстати, оно не имеет ничего общего с подлинными интересами укрепления безопасности в Европе, в евроатлантическом регионе. И, кстати говоря, с настоящим истинным доминированием, которое основывалось бы на лидерстве, это тоже не имеет ничего общего. Это такой, знаете, колосс на глиняных ногах.